Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляет посетителям сайта программу «Процесс. Итоги недели». Задача этого проекта проста – перевести то, что происходит в Хамовническом суде в зале номер 7, в формат открытых видеодискуссий с участием адвокатов и гостей этой студии. Участниками первой программы согласились стать Наталья Терехова, адвокат Михаила Ходорковского, и Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, а ныне учредитель независимого экспертно-правового совета. Ведущая студийной видеодискуссии журналист Дарья Пыльнова. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, Сергей Анатольевич, спасибо, что нашли время в конце недели зайти к нам и обсудить то, что происходит на процессе. С каким настроением вы наблюдали эту неделю суда? С рабочим настроением прежде всего. Так. Настроение рабочее заключается в том, что мы готовимся к каждому судебному заседанию, к каждому дню. Эта неделя отличалась от предыдущих недель, а именно тем, что за неделю, несмотря на то, что она была короткой, всего было 3 дня судебных заседаний, обычно у нас 4 дня судебных заседаний, 3 дня судебных заседаний допросили 3 свидетеля. Это много. Обычно один свидетель допрашивался на протяжении нескольких дней. Свидетели фактически не говорят каких-то новых обстоятельств и обстоятельств, имеющих значение по делу. Они не говорят ни о хищении нефти, они не говорят ни о хищении акций, они говорят о многочисленных документах, которые уже нам прочитала сторона обвинения в судебном заседании на протяжении предыдущих месяцев. То есть то, что они их подписывали, что нормально? Ну, они не отрицают тот факт, подписывали. Да. И вопросы, которые задает сторона обвинения, сводятся все к одному. Вот так вот, обобщенно говоря, руководил ли ЮКОСом Ходорковский? Ну, конечно, руководил. Поэтому Михаил Борисович сделал заявление на этой неделе, но такие заявления уже были многочисленны. К чему затягивать процесс? Я всегда признаю тот факт, что эти лица, которые вот в частности опрашивались на этой неделе, действовали от имени компании ЮКОСа и в интересах ЮКОСа, а ЮКОСом руководил я. В чем логика прокуроров? То, что мы наблюдаем на протяжении многих месяцев, по крайней мере, логики я никакой не вижу. Сторона обвинения, вот в том понимании обвинения, которое они заложили в обвинительном заключении, они, насколько я понимаю, должны привести доказательства, что была похищена вся нефть, которая была добыта за период 5 лет 3 дочерними компаниями ЮКОСа. Но это же невозможно даже технологически. Поэтому где они такие доказательства возьмут? Таких доказательств просто не может быть. Поэтому мы и слушаем вот таких лиц, которые нам говорят о том, что компания ЮКОС руководил Ходорковский, что нефть добывалась, что нефть продавалась. Что-то необычного мы пока не услышали. Прежде чем мы продолжим эту тему, я хочу спросить у Сергея Пашина, как вам удалось наблюдать за одним днем процесса, каковы ваши впечатления, ваше настроение? Это был допрос эксперта. Знаете, как у Шатару ставили, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот я с большим интересом смотрел, как работает обвинение и защита, допрашивая эксперта Школьникова. Это был эксперт, который проводил оценочную экспертизу, судебно-оценочную экспертизу. И мне кажется, что здесь тактика и той, и другой стороны развернулась. Очень интересны были вопросы адвоката Краснова. И совершенно блестяще провел допрос Лебедев, подсудимый Лебедев. Вообще многие отмечают, что подсудимые замечательно защищают себя, держатся великолепно. Надо понимать, кто находится на скамье подсудимых. Это люди не только образованные, это люди, хорошо знающие свое дело. В отличие от тех, кто сидит на стороне противной, как мы вот говорим в процессе, то есть кто сидит среди обвинителей. Потому что на все вопросы и все ходатайства стороны защиты разъяснить предъявленное обвинение, до сих пор этот вопрос остался открыт. Сергей Анатольевич, хочу вас спросить, вот как судье в таком процессе? Наверное, непросто. Но судье трудно, но тем больше честь, потому что он взял на себя это тяжкое бремя. Не подчиненному передал, а судья Данилкин, председатель суда, сам сел в этот процесс.
Ну, это накладывает определенную ответственность. Ну, хорошо, что человек не убегает от ответственности. Но прежде всего судья ведет себя немножко в английском стиле. Английскому судье говорят, что надо в начале процесса взять в рот глоток святой воды и не проглатывать его, пока не придет время напутствовать присяжных. Так что судья вот похож во многом на губку, которая, мы обменивались впечатлениями, на губку, которая впитывает в себя информацию о процессе. И мне кажется, это правильная тактика для человека, у которого не так много времени было на ознакомление со всеми этими огромными материалами дела. Насколько я понимаю, защита не всегда согласна с такой точкой зрения. Что происходит? Представляет доказательства сторона обвинения. И сторона обвинения просто зачитывает какие-то куски документов. К чему они относятся, откуда они взялись, эти документы, судье не поясняется. Но что доказывает, какое обстоятельство тот или иной документ, мы тоже должны догадываться, предполагать. А что значит предполагать? Значит, мы должны и предполагать, от чего должны защищаться. Это самое страшное, что может быть. А нам все время говорят, на следующей стадии процесса, в прениях уже будет поздно, в прениях дается оценка доказательств. Вот это первое. И судья это не останавливается. Просто у нас очень много неоинквизиционных пережитков. Вот один из этих пережитков – это свалить все доказательства в кучу, и потом пусть судья разгребает в совещательной комнате. Ну, что и происходит. Ну вот, да. В английском процессе все было бы по-другому. И, кстати говоря, в английском бы процессе баристер обвинения, там нет прокуроров, он бы как раз бы и объяснял, зачем ему нужны те или иные доказательства. Он бы заявлял тезис и представлял бы под этот тезис доказательства. Ну, болезнь роста, можно сказать, или рост болезни, трудно сказать. Да, у нас сейчас мало хотят учиться у Европы, и тем более уж у Англии. Такие есть времена. Есть чему. По-моему, судья еще не отреагировал, насколько я помню, на многочисленные ходатайства защиты. Ну, ходатайства Ключевые. защиты разрешаются. Разрешаются они очень странно. Не имеется законных оснований для удовлетворения на данной стадии процесса. Опять вопрос, а на какой стадии процесса появятся законные основания для их удовлетворения? Адресую тогда вам этот вопрос, эту аномалию, как так происходит? Ну, судья обязан мотивировать, конечно, свои решения, и это неоднократно подтверждал Конституционный суд Российской Федерации. Так что если судья экономит мотивировки, то это не совсем правильно. Это, по сути, затрудняет возможность защиты. Насколько решения, которые принимает судья, самостоятельны? Насколько он не подвержен каким-то влияниям? Вот ваше впечатление. Вы были на одном дне процесса, вы постоянно находитесь внутри. Но судья действует правовым образом. И хотя есть много каналов зависимости судей вообще, но если судья с Богом в сердце, то он на это не реагирует. И если говорить о работе председательствующего в этом процессе, то мне кажется, что он очень выдержан, он очень разумен, он очень аккуратен, и хотя скуп на мотивировке, но, в общем, точен. Он видит и перспективу, и, по-моему, догадывается о смысле действий той или иной стороны.